Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. То, как Чангук смотрит на Тэхёна. Девятое место. Тот момент, когда Тэхён сказал, что хочет поесть суши, и Чангук попросил купить для него тоже, на что услышал ответ «Я куплю». Потому что Тэхён – влюбленный миллионер, который не может отказать своей детке. 그거 진짜 솔직하다. 스시 뭐 어때? 나도 사줘 스시. 나도 사줘. 난 받아먹는 너 찌그러? 나도 사줘. 아 뭐야? 나도 스시 먹을까? Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Анализ динамики отношений Вигу в последнем эфире. Ревность или рефлекс? Почему Чангука невозможно контролировать и как Хосок пытается управлять случайностью?» Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук так легко подстроился под ритм Тэхёна. Всегда чувствуют друг друга. Седьмое место. Когда Вселенная буквально настолько мала, что приходится ютиться. Шестое место. Поведение пары. Идеальное семейное утро. Эта девушка просто хотела сделать фото в аэропорту, но так вышло, что в кадр попали и Тэйкук. Позже она разместила его у себя на странице. Приятно понимать, что обычная рутина парней включает в себя массаж шеи, когда на вас не направлены камеры. Пятое место. Ревность Чангука. Четвертое место. Забота. Участники проводили мировой тур, один из самых масштабных и долгих в своей истории. Тогда они все были очень уставшие, бесконечные перелеты и плотный график вносил свои коррективы в их состояние. Так вот, прилетев в одну из стран,
Чангук просто взял и понес на спине своего мишку до машины. Это такая мелочь, казалось бы, пройти пару шагов несложно, но показывает его бережное отношение к Тэхёну и готовность всегда помочь, когда тот нуждается в его поддержке. Третье место. Новости. Тэхён поделился в интервью для медиа своим теплом и пожеланиями к праздникам. Желаю всем веселого завершения года и надеюсь, что его остаток будет полон счастья. Вопрос. Что в твоем образе для новогодней вечеринки Селин является главным акцентом? Ответ. Главный акцент сегодняшнего новогоднего образа – это то, что я надел внутрь вот такой фиолетовый кардиган. Вопрос. Для тех, кому нужно отправить новогодние поздравления, пожалуйста, порекомендуйте слова. Ответ. Я надеюсь, что в 2026 году у всех тоже будут неспешные и ленивые утра, без суеты. Я хочу, чтобы вы хорошо высыпались, отдыхали и ели много вкусной еды. 2025 год почти закончился, вы хорошо потрудились в этом году, спасибо, что остаетесь здоровыми. Я надеюсь, что в следующем году впереди вас ждет еще много прекрасных дней. Спасибо. Вопрос. Какая игра лучше всего подходит для конца года? Ответ. В последнее время я увлекся стрелялками. Поэтому планирую завершить этот год, играя в них, так что, пожалуйста, ждите с интересом. Вопрос. Был ли в этом году момент, за который вы особенно благодарны, но никому об этом не рассказывали? Ответ. Мне немного неловко говорить такие вещи, я не очень хорош в этом. Но в этом году после демобилизации у меня было довольно много съемок. Нуна и Хёны рядом со мной очень старательно заботились обо мне и помогали с образами, и я хотел бы сказать им спасибо, скажу им позже лично. Попробуйте выжить после этого видео. Видеосообщение Чангука для Бами. Бам, это я. Как ты? В последнее время ты так часто болел, и я не смог хорошо о тебе заботиться. Прости меня за то, что был таким несостоятельным. У меня разрывается сердце. Видя, что там ты чувствуешь себя хорошо, я немного успокаиваюсь. И я просто надеюсь, что ты счастлив. Он что за кокетка по утрам такая? Свой образ Тэхён дополнил украшением Селин Les Perles Medal Necklace из смолы и латуни с золотым покрытием. Это настоящее воплощение французской утонченности, лаконично, модно и с легким винтажным оттенком. Жемчуг придает мягкость, оставаясь при этом современным и стильным. Идеально подходит и к вечернему наряду, и к повседневной одежде, создавая элегантный фокус у лица и делая образ завершенным и запоминающимся. Дело, конечно, в ракурсе, но как правильно выглядит рука Чангука, когда очерчивает плавные изгибы Тэхёна.
Обновление Instagram Compose Coffee приветствую, композиторы! Год подходит к концу, принося с собой завораживающую атмосферу мерцающих огней. В такой особенный, волнительный день приглашаю вас насладиться теплой чашкой напитка вместе со мной в Compose. Надеюсь, время, проведенное с любимыми людьми, станет еще теплее. Тэхён будет ждать вас в Compose. Все люди как люди делают групповое фото, позируют, а от Тэхёна за километр просто фонит величием и той самой силой, которая отличает его от всех других. Рожден, чтобы править. Тэхён снова приехал на Bentley Flying Spur Speed. Об автомобиле мы писали тут. Судя по тому, что зеленые номера в Корее ставятся только в том случае, если машина зарегистрирована на юридическое лицо, а также то, что и другие участники сейчас передвигаются на Бентли. Чангук говорит: «Я не милый». Также брелок Чангука на сумке. Журнал с Чангуком уверенно занял первые места в рейтингах продаж, вновь доказав его статус артиста с колоссальным влиянием и популярностью. Утром, 15 числа, были представлены 9 обложек январского выпуска «Эль с Чангуком», что сразу вызвало взрывной интерес публики. С началом предварительных продаж журнал моментально занял ведущие позиции в крупнейших корейских онлайн-магазинах. На платформе Yes 24 выпуски с Чангуком заняли сразу несколько мест в реальном времени, фактически доминируя в разделе журналов. Таким образом, «Эль с Чангуком» стал бестселлером номер 1 одновременно на Yes 24, Aladdin и Gmarket, подтвердив его мощную коммерческую силу. Ранее, в начале месяца, журнал Rolling Stone с Чангуком также возглавил рейтинг бестселлеров в категории развлечения на Amazon, а также занял первое место в разделе иностранной литературы на Yes 24. Эти результаты еще раз подчеркивают глобальную популярность Чангука и его исключительное влияние. Кто-нибудь удивлен? Мы любим его за его яркую индивидуальность и большую харизму. Обновление Instagram Эль Корея. Фиолетовый сегодня особенно идет Тэхёну. Вот как он с удовольствием открывает для себя новые пространства, внимательно всматривается, свободно исследует и не забывает о своем фирменном остроумии. Даже в плотном графике Ви находит место для юмора. Время, проведенное с Ви, тем самым, которого хочется держать ближе, мы запечатлели в флагманском бутике Селин в Чхандаме глазами Эль. Наслаждайтесь историей, разделенной на 3 части. То, что он делает своими бровями с нами.
Тэхён был отмечен в посте аккаунта Cosmopolitan Taiwan, посвященном любимым ароматам корейских звезд. Любимый парфюм V Celine Reptile Eau de Parfum. Тэхён задает тренды не только в музыке и моде, но и в ароматах. С кожаными нотами и кедром в основе аромат создает зрелую атмосферу с легкой прохладой, передавая утонченный и изысканный шлейф, который раскрывается мягко, но притягательно при более близком ощущении. Верхние ноты – кедр. Ноты сердца, кожа, перец испаряются постепенно и имеют продолжительность звучания 2 часа. Базовые ноты – мускус, мох. Семейство – кожаные. Применение – дневные, вечерние. Характер – решительный. Время года – весна, лето, осень, зима. Страна бренда – Франция. А колечки-то все носит. Чангук говорит, что следующая весна будет важнее, чем когда-либо в преддверии воссоединения группы. Сейчас только декабрь, но у Чангука уже весеннее настроение, ведь именно тогда участники наконец-то вернутся на сцену. В рамках продвижения своего сотрудничества с Chanel Beauty Чангук намекнул, что первая половина 2026 года обещает быть очень насыщенной. «Думаю, эта весна будет важнее, чем когда-либо», — сказал он в преддверии возвращения группы. Поэтому я искренне надеюсь, что у всех вас будет безопасная и приятная весна. Чангук и его коллеги по группе демобилизовались из южнокорейской армии в июне, вскоре после чего они воссоединились перед камерами, чтобы объявить о подготовке нового альбома и тура группы. В октябре Намджун заинтриговал фанатов, сказав: «Пожалуйста, ждите с нетерпением конец марта». В период разлуки Септет сосредоточился на индивидуальных проектах. Последний сольный релиз Чангука состоялся более года назад. Летом 2024 года вышла песня «Never Let Go». Сейчас участники группы усердно работают над созданием нового материала для своих поклонников. В связи с этим Чангук в интервью изданию поделился своим мнением о том, что делает музыку хорошей. «Я думаю, что хорошая музыка – это по-прежнему песня с хорошим посылом и хорошими текстами», – сказал он. «Музыка, которая выходит за рамки времен года и жанров, и песни, которые могут придать сил любому». Вы не понимаете, микроволновки реально зло. Издание The Industry Beauty сообщило: поскольку индустрия красоты становится главным путем к роскоши и чтобы оставаться актуальными в культурном плане, брендам приходится полагаться на таких мировых деятелей культуры, как Чангук, которые могут сочетать в себе как влияние, так и подлинность. И ничто этого не изменит.
Фанатка поделилась очень трогательным постом в своем аккаунте в Твиттере. Время прошло. Они изменились. Мы изменились. Они выросли, и мы тоже. И несмотря на весь этот рост, все это время, весь этот шум, они все еще те же самые. Хосак все еще ходячий рассвет, смеющийся свет в комнате. Намджун все еще лидер, настолько непринужденный с ними, что превращается в самого большого ребенка, расслабленного и безопасного. Тэхён все еще крут, как тихая буря с той маленькой искрой хаоса, которая заставляет тебя улыбаться. Джин все еще спокоен, все еще находит нужные слова в нужное время, как будто кладет цветы на стол. Чангук все еще непринужденный, спокойный. Пока он внезапно не переходит в режим, я собираюсь сделать что-то безумное. Чимин все еще притворяется спокойным, а затем сворачивает налево и делает что-то настолько чиминское, что ты даже не можешь это объяснить. А Юнги прямо там, уравновешенный, мягкий, заземленный, выглядящий по-настоящему счастливым, дома со своими братьями. Этот вид комфорта между людьми – самый старый язык на земле. Этот вид радости – не постановка. Ты не можешь поделать то, как люди выдыхают друг возле друга. Ты не можешь поделать семью. Ты можешь только жить ею. Семья – это не концепция. Это чувство. И вот что они такое. Они семья. Для друг друга. Для нас. Это выглядит так горячо. Песня Энпанман возглавила мировой цифровой чарт Billboard спустя 7 лет после релиза. Инсайдеры связывают новый всплеск популярности с подготовкой группы к групповому камбэку весной и усиленной поддержкой фанатов. Энпанман рассказывает о герое, который отдает себя другим, не обладая суперспособностями, и сравнивает BTS с таким обычным героем, всегда остающимся рядом. Этот Тэхён делает что-то невозможное с моим сердцем. BTS неожиданно вышли в прямой эфир в полном составе, порадовав фанатов перед долгожданным камбэком и признавшись: «Мы сами не можем дождаться нашего возвращения». 16 декабря группа провела первый полноценный групповой эфир после того, как все 7 участников снова собрались вместе. Во время трансляции участники непринужденно общались с фанатами, делились откровенными мыслями о прошедшем годе, текущих подготовках и планах на будущее. Хосок начал разговор с вопроса к фанатам: «Как прошел ваш 2025 год?» Джин в шутку ответил: «Тебя демобилизовали», чем вызвал смех. Чангук добавил: «Хочу, чтобы он поскорее закончился. Я уже хочу перейти в 2026 год». А Намджун признался: «Я устал от 2025-го. Ощущение, что он тянется слишком долго. Полгода я провел солдатом». Юнги согласился, сказав, что этот год действительно показался особенно затянувшимся. Намджун также поделился личной новостью: он недавно получил водительские права. «Я не собираюсь покупать машину», — сказал он. «Я просто хотел их получить. Хотел преодолеть свою травму». Участники объяснили, что собрались на трансляцию сразу после тренировки хореографии. Чимин рассказал: «Мы репетируем вместе, а потом вечерами встречаемся, разговариваем и просто проводим время». Юнги в шутку заметил: «Может, уже лучше просто начать концерты».
Хватит готовиться, а Намджун откровенно признался: «Я хочу начать как можно быстрее. Конец этого года просто невыносим». Хасок, смеясь, добавил, что им еще очень много нужно подготовить, а Чангук сказал: «Мы еще даже на 10% не готовы». Намджун также выразил фрустрейшн из-за того, что не может раскрыть детали камбэка. «Я не могу сказать, что мы готовим и на каком этапе», — признался он. «Когда компания собирается это анонсировать? Это сводит меня с ума. Хайп, пожалуйста, анонсируйте уже. У меня завтра еще одно совещание». Юнги постарался успокоить фанатов. «Нам сказали, что все будет скоро. Я не могу много говорить, но это произойдет в обозримом будущем». Чимин согласился, добавив, что период ожидания кажется им гораздо дольше, чем они предполагали. Тэхён объяснил, насколько спонтанной была эта трансляция. «Мы внезапно почувствовали, что хотим выйти в эфир, и просто подключились. Как вы все поживаете?» Почитав комментарии, он передал участникам, что фанаты просят их чаще выходить в прямой эфир. Группа с энтузиазмом отреагировала, пообещав: «Давайте появляться чаще», и намекнула на более официальные трансляции ближе к концу года или в начале следующего. Поскольку все участники в этом году завершили военную службу, группа официально закрыла военный перерыв и сейчас активно готовится к полноценному камбэку в полном составе, который ориентировочно запланирован на следующую весну. Ловите лайфхак от Тэхёна, как правильно тестировать духи. Тэхён, пожалуйста, никогда не переставай делать такое лицо. Этот легендарный цвет волос Тэхёна. Тэхён — это абсолютная магия движения. Его контроль тела просто нереальный, как он переключается от мягких, плавных линий к резким, точным акцентам. Такое подвластно только прирожденному артисту. Он двигается так плавно, так естественно, с таким наслаждением, что каждое движение будто само льется по музыке. Он делает сложнейшее выглядящим легким, хотя на самом деле это высший пилотаж. И у него есть та редкая черта. Даже самые маленькие движения выглядят легендарно. Он не пытается стать вирусным, он просто существует, а мир сам начинает вращаться вокруг него. А его Smoke Challenge вскрыл индустрию. Корейские СМИ выбрали Тэхёна главным представителем этого челленджа, и абсолютно заслуженно. Второе место. Это так интимно. Получается, он загладил свою вину.
Реакция Тэхёна на Чангука. Первое место. Тэхён убегает из кадра. Мгновенная реакция Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.